Ну что, Камчатка. Это просто мечта. Я, честно, даже не знаю, с чего начать, потому что у меня настолько много историй, которые я могу рассказать. Поэтому я буду делать то, что я делаю лучше всего. Рассказывать истории. И мы начинаем с первого дня. Во-первых, как все вообще обстояло. Честно, я вообще не знаю, как я сюда попала. Я точно помню, что 3 года назад я увидела потрясающий рилс про то, что надо жить жизнью, который был от Quicksilver Surf Camp. А затем 3 года я мечтала сюда попасть, и вот я здесь. При этом самое, что интересное, что я чуть не потеряла эту возможность, потому что каким-то боком моя жопа всегда находит приключения, и я попала как раз-таки на тот самый год, когда впервые с 1952 года произошел мега-earthquake. Все-таки прилетела. И знаете, что самое интересное? Что я уже покупала билеты обратно домой из Сеула в Стамбул, и когда я нажала «Оплатить», мою карту не приняли. И я полетела на Камчатку, потому что я думала, ну ладно, это знак, надо лететь. Поэтому я на Камчатке. При этом самую первую секунду, когда я прилетела, осознание было 0. А потом, к вечеру этого же дня, я сидела с жестким недосыпом, потому что перелет из Сеула в Петропавловск-Камчатский был невероятно сложным. На самом деле, это был один из самых сложных моих перелетов. Там было только 3 самолета. Я летела Сеул, Пекин, Владивосток. По Владивостоке у меня было 10 часов пересадки, а потом я ночью в 3 часа ночи полетела в Петропавловск-Камчатский и прилетела в 8:15 утра. Все смотрела на эти красивые, прекраснейшие виды и думала о том, что это то, что мне давно нужно было. Вот просто отдых, о котором я не думала, даже не задумывалась, но настолько нуждалась. Подожди, сейчас я приближу. Оп! И с первых же секунд меня поразили. Меня встретила потрясающая просто девушка по имени Лиза. Она настолько светлый человек, настолько улыбалась, когда, в принципе, впервые меня увидела. Она при этом залетела, точнее, вылетела из главного входа, посмотрела на меня и сказала: «Валентина, привет! Как твои дела? Как твой полет? Добро пожаловать на Камчатку!» Я в тот момент сделала примерно так. Мир. Я не ожидала, я прилетела в Россию, и, соответственно, культуры были совершенно разные, но при этом то, насколько она меня открыто встретила, то, насколько она, в принципе, была энергична, поразила и покорила меня сразу же. Я поняла то, что этот трип не будет похож ни на один из моих предыдущих. И так оно и было. Значит, я приехала, мне показали шикарнейшую комнату. Уже увидели, да? Да, вот она. С потрясающими панорамными окнами и диванчиком, где я думала, что я буду сидеть и работать, но я не работала. Нет, я работала, но чаще всего я работала уже по ночам, поэтому там не было вообще видно ничего. Я приехала, оставила вещи и пошла сразу же в магазин, потому что я не взяла с собой теплые вещи. Валентина летела на Камчатку и не взяла с собой теплые вещи. И я поехала в «Береги Камчатку», потрясающий бренд, ребята локальные, делают все с теплом, с качеством. Мне зашло, поэтому я сразу же купила себе брюки, свитшот и дождевик. И вернулась обратно, и когда я вернулась, приехала как раз-таки моя соседка. Господи, можно просто вот секунду посвятить уважению, которое у меня присутствовало на тот момент, когда она залетела. Я была поражена снова, во второй раз уже за этот день. Залетела в комнату девочка с фиолетовыми волосами, при этом молодая, в кепке, такая на веселых щах, уверенная, такая: «О, привет! Меня зовут Настя». Смотрю, сейчас, одну секундочку, и Лиза, которая также и меня встречала, в зал начала показывать комнату. И то, как Настя смотрела на абсолютно все какие-то маленькие моменты, то, как она поражалась, поразило и меня. При этом я думала, то, что, о, классно, я буду жить с девочкой, которая тоже моего возраста, плюс-минус. Может, чуть-чуть постарше, там, 25-26, но, как она потом рассказала, она была гораздо старше, у нее 2 потрясающих дочки. Я в шоке была полнейшим, потому что у нее настолько горящие глаза, настолько есть вот это желание жить, и при этом настолько молодая душа, что я почувствовала себя старой. Настолько благодарна, что мы были соседками вместе с ней, и по ночам еще лежали и обсуждали какие-то маленькие моменты, типа: блин, а там парни красивые, да? А что же мы будем делать? Или, например, а у тебя есть какие-нибудь таблетки от боли в мышцах?
И в первый же день у нас был костер, на котором мы рассказывали про свои ожидания от Камчатки. Первый день прошел, наступил второй день, 8 августа. Проснулись мы ни свет ни заря. 8:40. С тем учетом то, что я очень хотела спать, и я прекрасно спала. Я проснулась бодрячком, умылась, оделась, и с Настей вместе спустились на завтрак. Завтрак у нас был просто великолепным. А знаете почему? Потому что готовили его с любовью. Дариша, если ты смотришь, просто любовь тебе, респект. Так же, как и Диме. Дима у нас ростовский парень, недалеко как бы от Краснодара. И при этом шеф-повар. Шеф-повар, атлет и садовник. Самопрезентация меня покорила. И готовил он от бога. Особенно томатная овсянка, которая у нас была, по-моему, на 4-м дне, если не ошибаюсь. Никогда такого не пробовала, но когда почувствовала именно на вкус сочетание томата и овсянки, я была поражена. Это было просто бесподобно, так же, как и запеканка с маком. Мы проснулись, оделись, позавтракали, спустились вниз. У нас было чуть-чуть свободного времени, мы поболтали, попели, как обычно. И после этого к нам пришел тренер по серфингу. По серфингу. Сейчас, мой мозг снова сломался. Нашего главного коуча, который преподавал все наши лекции, который делал, конечно же, все наши разборы после каждого буквально занятия серфинга, зовут Рома. Потрясающе катается. Вживую я видела только пару раз, и то не на сильно больших волн. И с самого начала Рома начал рассказывать нам как раз-таки про серфинг в целом. То есть, что это такое, как это, почему это, кто создал, откуда это все пошло, какие условия нужны. И просто дал нам хорошую базу. Мы все послушали дружненько, собрались и поехали на Халатырский пляж, где я сразу же сделала «Как красиво!» Вот именно так. На Халатырском пляже, честно, это один из самых красивых пляжей, которые я видела в своей жизни, вот я даже врать не буду. Особенно если проходит дымка, уходит туман, появляется солнышко, и у тебя открывается вид не только на океан и на просторы как раз-таки Халатырского пляжа, но также и на вулканы. Мое сердечко просто забилось вот так вот, когда я увидела 2 вулкана. Я сразу же запустила дрон и понимала то, что я займу абсолютно все пространство на своем жестком диске, только кадрами с Халатырского пляжа. Нам выдали полностью все оборудование, то есть это была доска для серфа, это был гидрокостюм, потому что мы серфили в Тихом океане, а Тихий, он как бы далеко не теплый. И мы, соответственно, пошли как раз-таки на пляж, где сначала мы размялись, а после этого потом практиковать как раз-таки тейк-офф, то есть это тот самый момент, когда ты встаешь на доску. И после пошли кататься на пенке. Изначально получалось плохо. Что меня поразило, это то, что само течение было невероятно сильным, то есть ты, грубо говоря, идешь за доской, а там песчаный пляж, то есть получается, ты идешь, и потом такой бух в ямку, и все, и такое ощущение, то, что все, тебе надо уже как бы залазить на доску и гребсти, потому что вода у тебя может быть вот так вот по подбородок, а если ты сделаешь еще шаг вперед, то у тебя вода будет по пояс, то есть там не угадаешь, как пойдет, и из-за того, что сильное течение тебя постоянно сносит, и было ощущение, как будто я пытаюсь столкнуть кого-то с перрона, но это неправда. Сейчас, как будто я толкала вагон и пыталась сдвинуть его с места. Вот какое было ощущение. В итоге я в какой-то момент плюнула и думаю, ладно, я же умею гребсти, да, умею. Я запрыгнула на доску и погребла. Из первого как раз-таки занятия практически все видосики, на которых я была, это были видосики, где я гребла. Я поржала. Это было прикольно. Мы переоделись, мы сели в потрясающий просто теплый шатер, где был чай, печеньки, удобные места, и начали делать разбор. Спасибо огромное Роме, то, что он разобрал полностью каждый шаг. И после этого уже поехали, отправились домой, сидели, болтали, ржали, слушали музыку, пошли спать, и на следующий день у нас был